Никакой музыки. Петруша, успокойся. Успокойся. Мама с тобой. Ух ты. 15, 16, 17. Ты чего? Ну, ты... Ты чего с оттяжкой бьешь? А ты не дергайся. Грубый ты человек, Агафон. Животное. Чего? Как тебе только барин терпит. Ну, говоришь, 16, 17. Звонят. Не сбивай со счета. 18. 18 было. Ну, тогда 18. Добрый вечер, господин профессор. А? Добрый вечер. Ползет. Ну, ты что, заснул, что ли? Ну да, с вами поспишь. Карты да деньги надо играть. Нет у нас денег пока. Что? Ничего. Браво, 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 браво. Ну, схимник, много наколдовал? Есть немножко. Молодец, как мой концерт? Ничего, движется. Движется, молодец, работай, работай. Так жизнь не пройдет. А ты, конечно, из клуба. Как ты догадался? А я смышленый. Смышленый? Угу. Я мешать не буду. Но я на минуту. Мне самому еще Бетховена учить надо. Угу. Хорошее настроение, я вижу. Потом расскажу.
Ну, покажи, что у тебя там дальше? Николай Григорьевич, я, пожалуй, не смогу это сделать уже и потом... Что с тобой? Коля! Что с тобой? Ты представляешь, что было в клубе? Ну? У меня на руках 3 дамы и валет. Так. Я блефую. А князь проигрывает. Я опять блефую, он опять проигрывает. Ну, прости, пожалуйста, прости, я отвлек тебя, прости, пожалуйста. Я слушаю. Николай Я слушаю, Григорьевич. играй. Николай Григорьевич, Ну, понимаешь, ну. я не стану при тебе играть. Здесь нужны твои руки. Пожалуйста. Хорошо. Так, да? Ну, не валяй Красиво. дурака. Красиво. Каденция. Мгм. Ерунда какая-то получается. Почему? Ну, так неудобно написано. Зачем писать расходящиеся октавы, когда гораздо удобнее играть в параллельных? Смотри. О, так же удобнее. Николай Григорьевич, ну, побойся Бога. О каком удобстве ты говоришь? Это же музыка. Музыка? А ты подумал, кто твою гениальную музыку будет исполнять? Ты сейчас носно сыграл. Я? Спасибо. Ну, спасибо. Так то я, а другой себе на этом пальцы сломает. Петюша, знаешь что? Это надо исправить на параллельные октавочки. О, Не надо, я не хочу. что, не хочешь? Ты не хочешь, чтобы я играл твой первый концерт, не хочешь? Нет, я не хочу его исправлять. А в таком виде я его играть не буду. О, пардон. Воля ваша. Сыграет кто-нибудь другой. Другой? Этого никто никогда играть не будет. Кто так пишет для пианистов, Петя? Я пишу совсем не для пианистов. Я пишу музыку для публики, которой играешь и ты. И потом, почему я должен писать, как кто-то когда-то, видите ли, уже удобно и привычно написал? Хорошо ли, худо ли пишу, но пишу как могу, как слышу я, Чайковский. Чайковский. А кто такой Чайковский? Ты что, Брамс? Лист? Позвольте спросить, сударь, а что вы написали? 2 оперы, которые с треском провалились. 10 романсов. Ты меня извини, но в России романсы только извозчики не пишут. Что ж ты молчишь, а? Но шутки в сторону. Я говорю серьезно. Я забочусь о популярности твоего концерта. Ты слышишь, нет? Мне славы не надо. Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю. Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Петя! Хорошо. Но запомни, этого никто никогда играть не будет. Это я говорю тебе, Рубинштейн. Нашел место, куда базу ставить, болван! А вам куда ни поставь, все одно свалите. Вот как надо писать, молодой человек! Совсем не обязательно. Можно и так.
Директор сахарного завода граф Сцепио заявляет, что при нынешнем посеве свекловицы снова ожидается убыток в 200 тысяч рублей. Не надоел этот съездный мошенник. 12-го. Сообщите, что я более не нуждаюсь в ее услугах. Из канцелярии Министерства финансов ответ с отказом правительства купить Любава-Роменскую дорогу. Удивляюсь глупости правительства. Прибыл господин Пахульский. Как ваше имя, отчество, господин Пахульский? Владислав Альбертович. Моя дочь Юлия. Ваш багаж в экипаже? Мой багаж при мне. Напомню вам условия. Вы будете играть в моем трио, но музыка должна быть соединена со службой. Вы будете читать мне вслух, играть с мной в крокет на бильярде, сопровождать на прогулках. Жалование 100 рублей в месяц, на всем готовом. Ну, и если мы сойдемся, то поездки за границу, что должно быть интересно для вас, как человека развитого. Отправьте в банк и велите доложить коляску. Слушаюсь. Подходят вам эти мои условия? Вы очень добры, мадам. А как это вас отпустил консерваторский деспот господин Рубинштейн? Николай Григорьевич приказал кланяться вам. И только? Не поверю. Он сказал, поступай, как знаешь. А потом добавил, что не советует мне принимать место. Потому что это очень скучно делать то, чего не хочешь. Не всегда иметь возможность сделать то, что хочешь. Владислав Альбертович, вы когда-нибудь видели службу, на которой никогда бы не приходилось делать того, чего не хочешь? Юлия, пойди взгляни, готова ли комната для господина Пахульского? Хорошо, мама. Я послушаю вас вечером, когда вернусь. Кстати, у кого вы учились? По классу скрипки у профессора Гажимали. По композиции у Чайковского. Вот из Чайковского вы мне и сыграете. Mesdames, Messieurs. Я очень-очень счастлива, что я снова в Москве. Я никогда не забуду московскую публику. Я хочу спеть для вас романс господина Чайковского.
средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. И грустная, грустно так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю.
Карету госпожи фон Мак! Карету госпожи фон Мак! Пошли. Подвигись. Что же помешало им соединить свои судьбы? Наверное, не могу сказать. Но молва приписывает расстройство этого брака Николаю Григорьевичу. Он обладает таким громадным влиянием на господина Чайковского. Вся музыкальная Москва у него под пятой. А с Петром Ильичем они большие друзья. Как Дезирета постарела, подурнела, а? Какой поразительный, поразительный голос. Голос, да. Боже мой. Ну и таскался бы ты с этим голосом по всем закоулкам Европы. Хватит с нас и господина Тургенева, всего мадам Виардо. Мне еще потомки спасибо скажут, что я сохранил для России композитора Чайковского. А пока ты мне скажи спасибо. Кабы не я, быть бы тебе на месте ее супруга, этого болвана, подделы. Ну, скажи спасибо. Спасибо. Не за что. Останови. Ты что? Мне что-то не может. Поезжай в клуб один. Постой, я тебя не пущу. Пошел. Оставь меня, я не музыкальный инструмент. Я человек, взрослый человек, черт побери. И позволь мне, наконец, самому распоряжаться собой. Я теперь хочу остаться один, пошел! Своими заботами. Петя! Петя!
Алёша. 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 Не спи. Что? Пожалуйста, посиди со мной. Страшно мне. Все хорошо. Можешь идти. Хорошо, господа, хорошо. Бог с ним, скрип. Посмотрите, что пишет Дорож. В Лебедином озере, как и везде, проявился обычный недостаток господина Чайковского. Бедность творческой фантазии. И как следствие это однообразие тем и мелодий. Чего ты, тоже мне друг называет? До чего стоит одна эта тема? Та-та-ра-ра-ра-ра. Ну, в общем, Здравствуйте, господин профессор. Мне очень лестно, что вы еще помните меня. Конечно, конечно. Ну, что вы? Где вы? Увы. Обстоятельства не позволили мне закончить курс, и я вынужден был поступить на службу. Госпожа фон Мэг. Ах, фон Мэг. Это не та ли самая фон Мэг, которую я недавно сделал фортепианное приложение из опричника? Совершенно верно. Так, может быть, не знаете ли вы, почему она до сих пор... Чек. Очень кстати. Потому что я, признаться, думал, что... Альберт. Владислав Альбертович. Владислав Альбертович, она что, из немцев, фон Мэг? Нет, это фамилия ее покойного мужа, а сама она урожденная Фроловская. Ага. Здесь нет никакой ошибки, здесь какая-то баснословная сумма. Именно поэтому Надежда Филаретовна и не отправила чек по почте, а попросила меня передать его вам лично. Но поверьте, что это не прихоть богатой меценатки, а поступок человека, который искренне уважает ваш труд. Ага. Ваше имя, господин профессор, в этом доме произносится с величайшим уважением и любовью. А о вашей музыке говорят как о лучшем, что было создано в России. Должен вам сказать, что всем доверием, которым я пользуюсь у Надежды Филаретовны, я целиком и полностью обязан тому счастливому обстоятельству, что когда-то был вашим учеником. Она часто расспрашивает меня о вас, о вашей жизни, вещах, привычках. Ей интересно знать о вас буквально все. Зачем? Надежда Филаретовна еще поручила мне попросить у вас фотографию. Если можно, с дарственной надписью. Мою? Милостивый государыня Надежда Филаретовна, позвольте вас поблагодарить за более чем роскошное вознаграждение столь небольшого труда. Для музыканта среди неудач и всякого рода препятствий утешительно думать, что есть небольшое меньшинство людей, которому принадлежите и вы, так искренне
и тепло любящее наше искусство. Искренне вам преданный и уважающий Петр Чайковский. Алеша, ты Пушкина, Евгений Онегин читал? Ну как же, читали. Ну и про что это? Про любовь несчастную. Расскажи мне. У барина одного 2 дочки жили. Татьяна, Оленька. Все хохотала, хохотала. Смешливая была. Очень. Вот из-за нее он его и убил. Кто? Кого? А Евгений Онегин. Этого... Забыл фамилию. А она... Возьми и отпиши ему письмо. Кто она? Татьяна влюбилась в него. Так и так, мол, люблю и жить без вас не могу. Она-то. Ну, а он? Да кто он-то? Евгений Онегин. Алеша, ты что, уснул там, что ли? Почему уснул? Вспоминаю. Странный он какой-то. Все говорит 3 карты, 3 карты. А потом спился.
Сомнения нет, влюблен, как мальчик, полный страсти юной. Пускай погибну я, но прежде я в ослепительной надежде ушу волшебный яд желаний, упьюсь несбыточной мечтой. Везде, везде он предо мной, образ желанный, дорогой. Везде, везде он предо мною. Быть может, это все пустое, обман неопытной души. И суждено совсем иное. Особливо, когда тихо. Хорошо, как-то жалостливо получается. Да. Потому как громко Николай Григорьевич лучше играет. А что именно тебе нравится? Мне? Да, какой кусочек? Это вот... Ну, а ты напой его. Ну, напой. Ты коварный искуситель. Так. Алёша. Я очень рад, что тебе нравится моя музыка. Я тебе должен прямо сказать, с твоим слухом нужно быть музыкальным критиком. Как прикажете. Пойдем обедать. А это что такое? Письмо вам. От кого? От Фонмек? От Милюковой какой-то. От кого? Мы что-нибудь должны? Да вроде нет. Духами пахнет. Вот. Ну, читай. В дрожь ударил. Дорогой мой Петр Ильич, я знаю, что нехорошо, стыдно порядочной девушке первой писать мужчине, но я не могу без вас жить и поняла, что люблю вас, как никого еще не любила. Татьяна Онегина. Да. Когда я училась в консерватории игре на фортепиане, то всегда любовалась вами издаля, не смея подойти. Может, она кривая или горбатая какая. Я умираю с тоски и горю. Это еще и посмотреть ее надо. Желанием видеть вас, сидеть, говорить с вами. Жить без вас не могу, потому скоро, может быть, покончу с собой. Господи, Боже мой. Так дайте же мне посмотреть на вас и поцеловать вас так, чтобы и на том свете помнить этот поцелуй.
Зачем ты меня сюда привез? Чего мы здесь ждем? Не понимаю совершенно. Сейчас. Мы только посмотрим ее, и все. А чего же она не идет? Сам удивляюсь. Она вроде как больше 2 часов после обеда никогда не спит. Петр Ильич, матушка у нее, домик в деревне, землицы несколько и лесок. Они все мечтают продать. Ладно, поехали отсюда. Сейчас. Милые, конечно, иначе как террористы. Ищут, у кого бы им бомбу спрятать. Вышла и идет. Куда? Сюда? Нет, вот, вон она. Ну, Алеша, ну дай же взглянуть. Ну, погоди. Ну что ж ты, Алеша, она закрылась зонтиком. Я не вижу ее лица. Петр Ильич, есть у нее лицо. И все есть. Скажи этому кучеру, чтоб ехал за ней. Трогай. Ну! Стой! Черт, стойте, говорят! Фундло! Не двигаться. Вы арестованы. Так. Стало быть, вы утверждаете, что наняли карету и прибыли во 2-й Коровий переулок, чтобы... Как это вы давеча сказали? С тем, чтобы посмотреть на одну молодую особу. Предмет сердечной склонности одного моего приятеля. Одна особа, один приятель, а потом и губернатора нет? Говорите правду. Хорошо. Это я. Так, что я? Приятель, это я. Так, чей приятель? Фамилия? Чайковский. Петр Ильич. Погодите. Вы же говорили, что это ваша фамилия. Боже мой. Так, ну вот что. Отправлю-ка я вас в жандармское управление. Вот там про вас все узнают. Я уже и так вам говорю всю правду. Это я сам хотел посмотреть на эту молодую особу. Так, какую особу? Ну, для меня это крайне важно. Так, уверяю вас. Допустим. Ну, а то, что вы профессор Московской консерватории, это тоже правда? Ну, конечно. Не сходится? Ну, разве сами не видите? Ну, почему не сходится? Так что разрешите доложить. Они действительно господин профессор Чайковский, а это малое их в услужении. Ну, а вы меня приняли бог весть за кого? Извините, господин профессор, но войдите в наше положение. Ведь время нынче какое беспокойное. С виду-то и не угадаешь. Ведь революционеры откуда берутся? Из господ и студентов. Ну, из благородного сословия, одним словом. Ну, ладно. А что, я действительно похож на революционера? Посвящается моему лучшему другу. Я знаю, Надежда Филаретовна, что вы никогда не соглашались на посвящение вам пьес. Если вам неприятно, чтобы ваше имя стояло на заглаве симфонии, то я могу написать просто. Посвящается моему лучшему другу. Пусть вы и я одни будем знать, кому посвящена симфония. А еще хочу сообщить вам, что я самым неожиданным для себя образом женился. Не могу сейчас точно сказать вам, счастлив ли я, но видит Бог, что я исполнен относительно подруги моей жизни самых лучших намерений.
Здравствуйте, Владислав Альбертович. Здравствуйте. Как съездили? Хорошо. И привез вам потрясающую новость. Да. Петр Ильич женился. Я знаю. В Москве все были крайне потрясены. Петр Ильич даже Рубинштейну ничего не сказал. На венчании, говорят, присутствовал только кто-то из его братьев. И молодые уехали неизвестно куда. Вот это жаль. Я хотела бы поздравить Петра Ильича. А что из себя представляет его жена? А неизвестно только, что она некоторое время занималась в консерватории. Профессор Лангер с трудом припомнил ее и сказал, пардон, что она дура. И вы, конечно, охотно этому поверили. А почему вы решили, что этот ваш профессор Лангер умнее и проницательнее, чем Петр Ильич? Да неужели Петр Ильич с его деликатной способностью чувств не в состоянии отличить существо тонкое и одухотворенное? Вы меня очень удивили, Владислав Альбертович. Простите меня, но я, собственно, только пересказал. Никогда не пересказывайте мне сплетен. Если хотите знать, ум для женщины не самое главное. Если она действительно любит Петра Ильича, если ему с ней будет покойно и хорошо, мы все должны этому только радоваться. Та самая Татьяна, которой я наедине в глухой далекой стороне благом пылу нравоучения читал когда-то наставления. Сомнения нет, влюблен я, влюблен, как мальчик, полный страсти юной. Пускай погибну я, но прежде я в ослепительной надежде душу волшебный яд желаний, упьюсь несбыточной мечтой. Везде, везде он предо мной, образ желанный, дорогой. Везде, везде он предо мною. О, не гони меня, ты любишь, и не оставлю я тебя. Ты жизнь свою напрасно сгубишь, что воля неба ты моя. Вся жизнь твоя была залогом соединения со мной. Не знай, тебе я послан Богом, до гроба я хранитель твой. Не можешь ты меня отринуть, ты для меня должна покинуть постылый дом и шумный свет. Теперь другой дороги нет. Стоп, 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 стоп. О, Господи. Разве так обнимает любимую женщину? Это же торжество вашей любви. Счастливый конец. Что вы делаете? Давайте еще раз. Давайте. Приготовились. Что такое? Петя? Господа, Петр, где ты пропадал? Здравствуй, Хорас. Здравствуй. Извини, пожалуйста. Здравствуйте. Это ложь. Пушкин прав, счастливого конца быть не может.
может быть. Быть. Петр Ильич, пойдемте домой. Антонина Ивановна будет беспокоиться. Никогда не произноси при мне этого имени, слышишь? Никогда. Это вас вино играет. Господи, зачем вы только пьете? Вот так. Петр Ильич, пойдемте домой. Не ходи за мной. А не то побью. Вот так. Господи. Господа, молодые! О, наконец-то! Петр Петрович. Здравствуйте. Здоров, Как вы себя чувствуете? Кашкин. Ну, дорогой. Я поздравляю вас. Мы все приехали сюда, девицы, дамы, господа, посмотреть, как хороша она. Какой чудесный этот миг, ты, Петя, муж, а не жених, покажи нам Беллантонина. Вироза, Вироза, Вироза Беллантонина. Вироза, Вироза, Вироза Беллантонина. Петя, что с вами? Боюсь за свой желудок. Можно вам еще один растягайчик? Вы любите мучное? Антонина Ивановна любит мучное. А почему вы бросили музыкальный класс? У Антонины Ивановны много чувства, но она не уверена в своих способностях, а посредственностью быть не захотела. Разумно, разумно. Знаете, господа... За хозяйку и хозяина этого дома, которые почили нас своим вниманием. Спасибо, Петр Ильич. Антонина. Как вам, Антонина Ивановна? Ну что же, мила, мила. Признаться, я не ожидал от Петра Ильича такой прыти. Герман Августович, а зачем вы все Петечку в газетах ругаете? Петь, поздравляю. Больше не буду.
Позвольте спросить, а какая музыка вам больше всего нравится? Вся музыка. Ну, конечно, Петечкина больше, но и другая тоже. А из новинок мне больше всего нравится «Тигренок». Правда чудесно? Ну, хватит, больно же. Чему вы смеетесь, а? Ну, Петечка же хотел наступить мне на ножку, а попал вон им. Господа, прошу внимания, господа, прошу внимания. Прошу внимания, предлагаю тост. Мы все давно знаем, уважаем и любим нашего Петра Ильича. Но разве могут сравниться наши чувства с той любовью, которую дарит Петру Ильичу очаровательная Антонина Ивановна? И да послужит эта любовь новым вдохновением для творчества. И пусть гармония двух сердец родит новые гармонии в музыке, которую
несет. Встретить ночь. Будь спокойен. Батюшки, батюшки, да что же это? Агафон, Что же, что же это такое? Николай Григорьевич! Сейчас. Николай Григорьевич! Господи, да Николай Григорьевич! Господи, как нехорошо. Ай, как нехорошо. Бог-то осудит. Бог-то осудит. Горе не доглядел. Ах, дурак! Не доглядел я, Петра Ильич. Петя. Петя, что с тобой? Я туда не пойду. Агафон, коньяку. Беги за доктором. Петя.